Когда житель небольшого городка наткнулся на умирающего льва с почти отвалившейся лапой посреди выжженной кенийской саванны, он был потрясен. Величественный хищник, некогда правивший своей территорией, теперь лежал истощенный и бессильный. Его тело выглядело почти прозрачным на палящем солнце, а глаза, когда-то полные силы и гордости, потускнели, но все еще хранили память о прошлых сражениях и победах. Прибывшие рейнджеры были шокированы. Такого упадка величия они не видели за всю карьеру. Этот лев долгие годы был хозяином саванны. Его густая золотистая грива и проницательный взгляд заставляли трепетать всех хищников вокруг. Даже опытные проводники меняли маршруты, если знали, что он охотится неподалеку. Он пережил засухи, наводнения, вторжение других львов и браконьеров. Несколько лет назад, во время страшной засухи, он вывел свой прайд к скрытому источнику воды, о котором, казалось, никто больше не знал. Лев был легендарным защитником своей семьи и территории, отважным и мудрым. Его история была полна смелых подвигов, включая столкновения с браконьерами, которые он отбил в одиночку. Но годы брали свое, тело старело, суставы болели, охота стала мучительной необходимостью. Молодой, сильный лев бросил ему вызов. Битва была жестокой, и старый король проиграл. Ему пришлось покинуть прайд и выживать в одиночестве. Его тело быстро слабело, ребра выступали под кожей, мышцы атрофировались, голод и жажда не давали покоя. Гиены и леопарды, почувствовав слабость, преследовали его, выжидая момент, чтобы атаковать. Однажды, блуждая под палящим солнцем, он заметил редкое дерево, под которым отдыхали 3 леопарда. Вместо привычной осторожности леопарды почувствовали его слабость и напали. Один из них вцепился в переднюю лапу старого льва, рана хлынула кровью. Лев собрал последние силы, оглушительно заревел и отбросил нападавшего. Победа была пировой, лапа оказалась смертельно поврежденной. Перемещаясь на 3 оставшихся лапах, он продолжал бороться за жизнь. Каждое движение причиняло боль, но выживание превыше всего. Именно в этом состоянии его обнаружил человек, возвращавшийся домой через саванну. Не смог пройти мимо, он осторожно подошел и оставил перед истощенным зверем кусок мяса. Лев, с трудом поднимая голову, начал есть. В его глазах промелькнула благодарность. Через час прибыла команда рейнджеров. Узнав животное, они немедленно приступили к помощи. Лев не проявлял агрессии, словно понимал, что люди пришли помочь. Сотрудники осторожно приблизились, дали питательные добавки и обезболивающее, давая временное облегчение. Зверя бережно погрузили в грузовик и отвезли в центр реабилитации. Обследование подтвердило худшие опасения. Лапа полностью некротизировалась. Ветеринары провели сложнейшую операцию, почти 5 часов, работая над спасением животного. Количество антибиотиков было рассчитано на гораздо более крупное тело, но ослабленный организм справился. После операции старый лев находился под круглосуточным наблюдением. С течением времени он постепенно восстановился, научился уверенно передвигаться на 3 лапах, а выражение морды сменилось спокойным взглядом. Просторный вольер с искусственным водоемом и укрытием стал его новым домом. История о его выживании быстро разлетелась, и многие приезжали в заповедник, чтобы увидеть легендарного льва. Его серебристая грива, знак почтенного возраста, особенно впечатляла детей. Персонал ухаживал за ним с уважением и заботой. Лев иногда тихо рычал, словно делясь воспоминаниями о славном прошлом. Так старый хищник, переживший величие и падение, боль и исцеление, нашел последний приют среди людей, став символом непобедимого духа и силы воли.